Друзья, можно ли строить сложные, работоспособные, полноценные автоматизации буквально за один промпт в Claude Code? Ну или в любой другой нейронке? С одной стороны, кажется, что это задача вполне себе посильная для современных нейронок. С другой стороны, мы видим массу примеров, когда автоматизации просто выглядят хорошо, но на самом деле функционируют отвратительно, либо вообще не работают. Поэтому я вам предлагаю челлендж. Мы с вами берем наш Claude Code, после этого обучаем его, что такое N8N, обучаем его, каким образом исполняются автоматизации, даем ему массу примеров наших существующих автоматизаций, плюс к этому говорим ему, что такое Supabase, плюс к этому даем ему возможность создавать таблицы, удалять таблицы, в общем, делать все, что может поддержать нашу автоматизацию на N8N. Плюс к этому учим его читать документации, чтобы он знал досконально, что есть современный state of art N8N. Плюс к этому не делаем обычный ванильный вайп-кодинг или вайп-создание автоматизаций, а идем по принципу spec-driven development. То есть сначала учим Claude Code создавать правильные спецификации, на основе спецификаций создаем рабочие планы, и только после этого внедряем наши разработки. Ну что, звучит страшно? Это не страшно, это будет даже весело, я вам обещаю. Только перед этим с вас лайк, подписка там внизу, и оставляем какой-то комментарий, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Нам с вами здесь понадобится несколько, скажем так, движущихся частей. Первая часть — это наш MCP-сервер N8N. Наш MCP-сервер будет коммуницировать с нашим локальным N8N, то есть мы дадим полный доступ к созданию workflow, к чтению workflow, к удалению workflow, к редактированию существующих. Нам с вами понадобятся N8N-скиллы, которые научат нашу нейронку самым базовым затыком с N8N обходить их, валидировать конечные результаты и отдавать нам проверенные полноценные результаты. Нам с вами понадобится Supabase MCP. Мы научим нейронку ходить в наш Supabase, смотреть, какие уже есть проекты и таблицы, анализировать, какие таблицы нам понадобятся, чтобы функционировала наша автоматизация N8N. Ну и вообще, нужна ли Supabase база для автоматизации, это тоже будет решать нейронка. И нам с вами понадобится еще один MCP-сервер, Context7, потому что через него мы дадим нашей нейронке возможность читать самую актуальную редакцию документации N8N, то есть если чего-то уж наша нейронка с помощью наших скиллов MCP-серверов не может сделать, то мы будем ее просить смотреть в документацию в актуальную и выяснять, что же можно исправить, чтобы наша автоматизация заработала корректно. Ну и, конечно, нам понадобится наш любимый Claude Code. Начинаем сначала. Каким образом N8N MCP может подсоединяться к нашему Claude Code? Мы идем на репозиторий N8N MCP, находим здесь базовую конфигурацию и полную конфигурацию. Нам для нашего проекта понадобится полная конфигурация, то есть мы видим, каким образом это все выглядит. Мы прям забираем всю эту настройку, возвращаемся в наш IDE, среда разработки, которую вы выбрали для того, чтобы ваш Claude Code работал в ней, и создаем такой файл .mcp.json. Нажимаем Enter, вставляем нашу конфигурацию, нажимаем Save. И здесь мы видим два поля, которые нам необходимо заполнить. Первое — это наш URL, то есть N8N API URL, и наш API-ключ. Так как мы хотим коннектиться к нашему локальному N8N, который развернут прямо здесь, он у нас доступен на локал-хосте. Перепрыгиваем в наш локальный N8N, переходим в сеттинги, и здесь видим поле N8N API. Переходим сюда, нажимаем Create API Key, называем его тестовый ключ. На бесплатном плане мы не можем менять скоп, то есть возможные действия для нашего API-ключа. Нам, в принципе, это не особо и нужно. Нажимаем Save, и нам N8N выдает API-ключ. Возвращаемся в наш Claude Code и вставляем наш API-ключ. Где у нас живет наш N8N на локальной машине? Он живет на localhost 5678. Скорее всего, если вы не меняли настройки и порт, то он у вас живет тоже на этом же URL, поэтому так и пишем http localhost 5678. Каким образом мы тестируем? После добавления MCP-серверов лучше нам выходить из Claude Code, то есть мы здесь выполняем команду exit, потом инициируем сессию еще раз, Claude Code, и он нам говорит, что я увидел новые MCP-серверы. Ты хочешь их засетапить, эти и будущие серверы для этого проекта? Мы говорим да, конечно, хочу. И видим, что Claude Code нам добавляет еще один файл, и видим, что тут есть заенейбленные MCP-серверы N8N MCP. Пока идет все по плану. Если мы здесь в Claude Code нажмем /команду MCP, нажмем Enter, то видим, что наш MCP-сервер присоединен. Прекрасно.
Давайте не останавливаться, дальше пойдем по плану. Мы теперь хотим дать нашему Cloud-коду еще и N8N скиллы для того, чтобы он смог адекватно оценивать ситуацию и знать про паттерны workflow N8N, про конфигурацию нот и массу других вещей, которые он узнает с помощью наших скиллов. Кстати, не переживайте, все ссылки, которые мы сейчас проходим, я прикрепляю в свою бесплатную телеграм-группу, то есть вы можете туда пройти, найти их и идти по моим шагам. Мы с вами, как уже знатоки Cloud-код, знаем, что нам нужно будет в нашей папочке .cloud создать папочку skills, и в этой папочке уже нужно будет создать нужные скиллы нам. Каждый скилл должен жить в отдельном каталоге, и у каждого скилла будет своя конфигурация, структура с обязательным файлом skill.md и остальными паттернами и ресурсами, которые могут быть полезны для нашей нейронки, чтобы выполнять тот или иной скилл. Наша задача забрать все вот эти каталоги, вернуться в наш Cloud-код, здесь создать новую папочку, которая должна называться skills. Она обязательно должна жить в каталоге .cloud. И внутри создаем те самые каталоги для каждого скилла. Здесь масса способов установки через плагины, крутая тема, через маркетплейсы, либо вообще ручная установка. Можем сделать по старинке, сделать вручную. В нашем Cloud-код нажимаем восклицательный знак и вставляем git clone. Нажимаем Enter, и у нас сейчас скопируется наш репозиторий N8N Skills в наш каталог. Открываем его, видим здесь искомую папочку Skills. Здесь есть, вообще говоря, все наши скиллы, которые мы только что видели на GitHub. Кстати, нам вот эта папочка может и не понадобиться даже, потому что мы берем папочку Skills, переносим в папочку .cloud, нажимаем Enter. Все, у нас в клоде появились все наши скиллы, и вот эту папочку можем уже удалять. Друзья, если для вас все происходящее кажется интересным или какой-то магией, то у нас есть крутейший мастер-класс по Cloud-код. Вы там вообще выучите, что такое скиллы, плагины, кастомные команды, слэш-команды, работу с контекстом. Вообще куча всего, ссылка тоже будет на него в описании. Давайте проверим, что у нас, вообще говоря, наши скиллы доступны. Мы нажимаем /skills, нажимаем Enter и видим, что наша нейронка видит все наши скиллы, которыми будет готова пользоваться, когда дело дойдет до дела. Аналогично, если мы нажмем тут MCP, мы видим, что наш N8N MCP готов и законнекчен. Давайте завершим конфигурацию. Нас интересует Supabase MCP. Я думаю, что для проектов подобного характера, где у нас нейронка будет сама менеджерить нашу базу, лучше создать отдельный инстанс. Идем на сайт supabase.com и создаем себе аккаунт. В рамках этого аккаунта мы сразу попадаем на страницу Projects. Здесь у вас не будет ни одного проекта. Я себе только что создал 2 проекта. Мы в рамках бесплатного аккаунта можем себе создать 2 проекта. И у нас есть такой проект, который называется Cloud Masterclass. Это совершенно пустая база, которую мы и хотим отдать на растерзание нашему Cloud-код. Переходим в эту базу, сверху ищем кнопочку Connect, нажимаем Connect, и справа видим кнопочку MCP. И здесь видим, для какого IDE мы будем устанавливать MCP. У нас с вами VS Code. Видим, что нам тут уже сразу дают конфигурацию и с ID-шкой нашего проекта для того, чтобы наша нейронка имела доступ только к этому проекту. Круто! Забираем вот эту всю конфигурацию, копируем. Здесь ищем нашего старого товарища mcp.json, добавляем запятую и вставляем наш новый MCP-сервер. Нажимаем Save. И у нас остался последний боец, который называется Context 7. Мы переходим на сайт Context 7. Здесь создаем себе аккаунт. Это бесплатно для определенного юзаджа. Здесь нажимаем кнопочку Create API ключ. Здесь ищем, куда мы будем ставить. Мы будем ставить в VS Code. И видим очень знакомую структуру. Вот наш MCP-сервер, который мы прямо забираем, копируем. Открываем наш mcp.json и вставляем прямо сюда. Только не забываем заменить ключ на наш API-ключ из дашборда. Ну что, давайте тут нажмем /команду MCP и видим, что наши серверы подконнекчены. У вас будет Supabase не подконнекчен, потому что я, когда тестировал, уже прошел авторизацию Supabase MCP. Соответственно, здесь нужно будет нажать Enter, потом будет у вас кнопочка авторизация, и вас перекинет на страницу авторизации MCP-сервера для Supabase. Вы здесь нажмете кнопочку «Авторизовать». Увидите вот такое классное сообщение, вернетесь в ваш Cloud-код и увидите, что ваша аутентификация прошла успешно. Мне кажется, пора проверить нашу систему на работоспособность. А какие ты автоматизации видишь в моем N8N? Давайте спросим его такой вопрос. И он говорит: я бы хотел запустить MCP N8N, чтобы получить список всех твоих автоматизаций. Мы говорим: да, конечно, запускай. У нас тут 98 workflow, у нас из них 2 активных, у нас есть вот такие автоматизации, причем разбиты по категориям. Workflow, которые принимают платежи, которые работают с Telegram и WhatsApp.
И я хочу напомнить, что это локальный workflow, который работает сейчас прямо на моем компьютере. Усложняем задачу. Видишь ли ты документацию по N8N в Context 7? Нажимаем Enter. Он говорит, а дай-ка мне запустить Resolve Library ID, то есть поискать правильную библиотеку документации в Context 7. Давай, Enter. Он говорит, да у меня, вообще говоря, несколько источников. И лучший из них N8N IO N8N Docs. Это официальная дока. Но максимальный охват кода у другой доки. Круто. То есть система у нас работоспособна. Каким образом мы от настройки системы, когда мы видим, что все, что нам нужно, уже готово, переходим к реальному созданию автоматизаций? Я в работе с нейронками использую подход, который называется Spec-Driven Development. Он заключается в том, что я никогда не позволяю нейронке просто шарашить напропалую, делать все, что она захочет. Я намеренно жестко разбиваю ее работу на этапы. Каждый этап я отсматриваю глазками. В каждом этапе я принимаю какие-то решения, туда она идет, либо не туда, и только после этого выполняю финальные задачи. Конечно, это выглядит не так клево и красиво, как просто один раз написать промпт, и у тебя все готово. Мы с вами живем на планете не розовых пони. Нам нужно, чтобы это все работало и работало хорошо. Поэтому мы в каталоге Claude создаем еще один каталог команды, и здесь добавляем вот такой MD-файл. Он, вообще говоря, монструозный, но я вам сейчас все объясню. То, что мы сейчас делаем, мы создаем кастомную команду для Claude Code. Все, что будет написано в файлах в этой структуре, в этой ветке дерева нашего проекта, будет воспринято как кастомная команда, если файл обладает заданной структурой. Здесь обязательно должен быть description. Здесь написано, для чего эта команда создана. Это команда для создания новых автоматизаций в N8N. Здесь аргумент hint, подсказка аргументов, то есть это крутейшая вещь Claude Code. Он может наш промпт, который мы будем указывать, когда мы будем использовать эту команду, этот промпт будет проваливаться как аргумент внутрь этой команды, вот сюда. И самое главное, так как мы хотим себя обезопасить, мы прописываем допустимые инструменты, которые Claude Code может использовать здесь. Здесь прописаны именно те инструменты, которые позволяют ему запланировать выполнение задачи и разработку N8N автоматизации. И дальше очень-очень много инструкций о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как коммуницировать с нашим локальным N8N, где искать документации, что делать, если он поймет, что для нашей автоматизации нужна база данных, гайденс по скиллам, что для чего, и масса других необходимых для качественного выполнения вещей, которые нам нужны, чтобы нейронка работала качественно. И дальше я никогда не говорю «создай мне автоматизацию». Именно для этого мы создавали команду. Я нажимаю слэш, и мы видим нашу кастомную команду create spec уже в общем списке наших слэш-команд. Здесь мы видим как раз тот самый short description, короткое описание, которое требуется для команды. И я здесь пишу следующее. Я говорю, давай создадим с тобой новую автоматизацию, которая будет генерировать изображение с помощью Nano-Banana через OpenRouter. Работать должно через Telegram. У пользователя будет 2 пробные генерации, после этого должен появляться paywall. И так как мы здесь указали create spec, то есть нашу команду, наша команда возьмет весь наш промпт как аргумент, подставит наш аргумент прямо сюда, в команду, просмотрит все инструкции, которые мы ей указали для того, чтобы автоматизации получались правильными. И нет, не сделает нам новую автоматизацию. Она нам напишет спецификацию, которую мы потом сможем просмотреть глазами и решить, что там как. Ну что, прошло буквально 2 минуты, и наша спецификация легла в каталог Specs. Называется Telegram Image Generation Bot. Здесь все сделано в соответствии с командой. Summary Telegram Bot для генерации изображений с фримиум моделью монетизации. Пользователь отправляет текстовый запрос и опционально референсное изображение. Хорошая идея. Бот генерирует картинку через модель Nano-Banana Pro через OpenRouter и возвращает результат прямо в чат. Каждый новый пользователь получает 2 бесплатные генерации, после чего ему предлагается оформить подписку, счетчик генерации и статус подписки сохраняется в Supabase. То есть на этапе формирования нашей спецификации, так как это было прописано в нашей команде, Claude Code сходил по всем необходимым ресурсам, использовал Supabase, использовал N8N. Более того, там в команде прописано, что еще смотри на предыдущие мои автоматизации N8N, чтобы посмотреть, каким образом были сделаны они. Сразу прописал, какие триггеры будут использовать. Да, но у нас будет веб-хук через Telegram Bot API. Я понимаю, что некоторые из вас могут на это смотреть и думать, что за черт? Неужели нам нужно пользоваться нейронкой, чтобы отсматривать все это глазами, тратить время? Дело ваше, но мне необходимо использовать подход, который реально приносит результаты, создает не ванильные красивые автоматизации, а реально рабочие. Поэтому я делаю всегда вот такие пошаговые операции. Сначала создаю спецификацию,
убеждаюсь в том, что я понимаю прекрасно, что будет делать нейронка, чтобы все оставалось под моим контролем. Вижу, каким образом она нам будет создавать таблицу в Supabase, таблицу users, добавить туда row level security, все правильно. И самое важное, это то, что я указываю также в своем шаблоне для спецификаций. Я прошу ее задать вопросы, которые, как она считает, нужно дозадать до того, как приступить к выполнению. И здесь вопросы на самом деле очень адекватные. Как называется конкретно модель Nano Banana Pro в OpenRouter? Она может называться как-то иначе. В каком формате изображения будут возвращаться? Очень уместный вопрос. Мы можем прямо в спецификации написать «эта модель называется» и указать все правильные ответы. Либо это же поможет нашей нейронке дозадать их в процессе формирования плана. Да, вы не ослышались. Спецификация еще не план. Потому что план четко заточен на технические особенности и технические действия, которые будет выполнять нейронка. Открываем наш терминал, убеждаемся, что наша спецификация уже выбрана. То есть она сейчас в контексте нашей нейронки. Переходим в режим планирования. Это очень важно. И говорим такое. Давай запланируем нашу автоматизацию. Нажимаем Enter. Отличная спецификация. Давай изучим текущее состояние. Проверю, что уже есть в N8N Supabase. Начинает вызывать MCP-тулы разные. Сейчас он будет стучаться в N8N, чтобы смотреть, какие уже автоматизации есть, каким образом мы их делали, потому что это описано в спецификации. Будет стучаться в Supabase и формировать нам план, но еще не выполнение. Ну что, прошло буквально минут 5, и наша нейронка сформировала нам план, сохранила его в каталог планы. И здесь уже максимально технически подробный порядок действий, который нам поможет сделать автоматизацию на нормальном уровне даже с первого раза. И здесь мы видим, каким образом нейронка собирается строить нашу автоматизацию. Здесь полностью вся блок-схема, дерево, по сути, нашей автоматизации, которая будет сейчас выполняться. Мы еще раз все проверяем, все ли мы понимаем, что происходит сейчас с нейронкой, что она собирается делать. Просматриваем глазками весь план. Я его уже только что просмотрел, исправил пару вещей. Но в общем и целом мне он кажется здравым. Возвращаюсь в наш Claude-код и говорю, давай имплементировать этот план. Погнали имплементировать. Ну что, это заняло у нейронки довольно много времени, порядка 6 минут. Мы можем видеть, какие этапы она проходила, как она вызывала MCP-сервер, N8N, Supabase, валидировала workflow. Кстати, это описано в наших скиллах, как правильно валидировать их для того, чтобы убеждаться, что все работает хорошо. Автофиксы применяла, создала нам в итоге в N8N нашу автоматизацию. В Supabase создала таблицу Public Users и к ней функцию атомарного обсерта. В соответствии с планом создала автоматизацию и даже отдала нам рекомендации, что следует доработать, чтобы наша автоматизация заработала. Обратите внимание, что на всю историю у нас ушло 75% контекста, то есть она его ни разу даже не сжимала. Ну, мне кажется, пора переходить в N8N и смотреть, что же там произошло. Ну что, вот наша автоматизация N8N. Ну, давайте смотреть, что же тут происходит. Давайте чисто глазками пробежимся, удостоверимся, что тут все ок. Получаем через триггер. Обратите внимание, как поступает нейронка. Она создает ноду setConfig. Если посмотреть на мои предыдущие автоматизации, то я это очень люблю делать. Я создаю некоторую общую ноду, где собираю все необходимые поля, аксессы, токены для того, чтобы в последующем использовать это в автоматизации. Это просто мой подход, который я люблю использовать. Нейронка его повторила, потому что увидела много референсов. Потом парсит эту ноду, проверяет на наличие чекаута, то есть это платный юзер либо бесплатный, я так предполагаю. Так, инициирует ли пользователь платеж. Обратите внимание, как она работает с Supabase. Так как она из Supabase сама достала все нужные креды, она прокидывает правильный URL, доступ к нашему Supabase, проверяет, фильтрует на наличие флага подписки. Давайте пройдем в наш Supabase, посмотрим, что же у нас тут произошло. Идем в Table Editor. Видим, что у нас тут появилась таблица, которая называется Users. Видим, да, всю структуру, именно та структура, которая была заявлена в Claude-код. Я вам вообще предлагаю следующую историю. Я вообще ни разу не прогонял эту автоматизацию, и мне действительно интересно, возможно ли такое, что нам Claude-код создал автоматизацию с базой данных, с интеграцией с ней, которая будет работать с первого раза. Я поэтому прямо здесь нажимаю «Выполнение тестового workflow», перехожу в наш Telegram и пишу «Привет». Так, да, «Привет» прилетает. Ну хорошо. Я уже прокинул в эту ноду все необходимые креды от Telegram и от нашего OpenRouter, чтобы все это работало. Пока мы дошли до развилки из pre-checkout. Так, увидели, что оплаты у нас нету, пошли по false. Так, здесь идет проверка статуса.
проверка на то, что пользователь уже содержится в базе, и сейчас будет добавление пользователя в базу. И вот мы попадаем на первую ошибку. Пользователь не смог быть добавлен в нашу Supabase. Здесь ошибка синтаксиса. Я попробую сделать такое. Так как у нас наш Claude знает все про нашу автоматизацию, я попробую даже пофиксить ее там же. Не уверен, к чему это приведет. У меня в ноде Absurd User Generate вот такая вот ошибка. И вставляю текст самой ошибки из NVCMN. Нажимаю Enter. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Так, вердикт. Нода setConfig, видимо, перезаписывала данные, оставляла только свои 7 полей, поэтому в parse update type не было update message, то есть были пустые значения. А мы это и видели в нашей ноде. Ну что, давайте попробуем еще раз. Так, ну что, на новой проходке мы уже дошли до ноды extract message data и видим, что тут уже заполнены поля, они не пустые, как раньше, дает нам надежду. Друзья, наша коммуникация с Supabase в этот раз состоялась. Давайте сходим посмотрим, добавился ли у нас тут пользователь. Обновимся. Наш пользователь прилетел в Supabase. Идем дальше по workflow. Так, дальше мы доходим, наконец, до ноды генерации изображений. Да, мы уходим в наш OpenRouter, и эта нода выполняется. Тут я вообще ничего не правил, как и в остальном workflow. И дальше ломается, потому что никакой фото у нас не попал в нашу автоматизацию. Мы можем забрать эту ошибку, вернуться в Claude, опять попросить ее исправить. В общем, если честно, вердикт у меня такой. Это реально может быть хорошим ускорением или хорошим подспорьем, либо решением проблемы пустого листа, но даже со всеми теми огромными усилиями, которые мы потратили, чтобы подготовить Claude и дать ему вообще все контексты, которые ему нужно, ошибки есть. И потребуется еще довольно продолжительное время, чтобы привести этот workflow к годному варианту, и потребуется знание о том, как это делать. Этот workflow, который не до конца еще рабочий, если вы захотите поэкспериментировать, я прикреплю в свою бесплатную Telegram-группу прямо как файл. Вы забираете оттуда, скачиваете, загружаете здесь через кнопку Import from File и можете продолжать ваши эксперименты. Если вам нужны точные знания о том, как потом дорабатывать такие workflow, то это есть в нашем мастер-классе по NVCMN, тоже ссылка будет в описании. А на этом все. Пока!